Всем привет! Сегодня мы будем с вами знакомиться с интерфейсом программы Photoshop. В Photoshop можно выделить три основных раздела, которые управляют данной программой. Значит, первый раздел – это командное меню. Оно находится вот здесь сверху. Видите, File, Edit, Image – это все командное меню. В этом меню собраны все команды, которые Photoshop может выполнять. И также все эти команды поделены на логические разделы. Так, значит, давайте пройдемся по нему. Значит, первое, что у нас стоит файл. Здесь находятся команды, которые работают непосредственно с нашим файлом. Вот смотрите, кликаем, открывается. Значит, у нас можем New – это создать новый, мы можем документ Open, открыть файл какой-то, например, с нашего компьютера и загрузить сюда. Значит, можно открыть объект как Smart объект, то есть закрыть. Сохранить, что мы тут можем экспортировать, импортировать файл, то есть все, что связано непосредственно с файлом. Также его можно отправить на печать. Значит, следующий раздел – это у нас раздел Edit. Сюда попали команды, которые не подошли ни к одному из наших разделов. Так сказать, неспецифические команды. Значит, что у нас здесь с вами есть? У нас здесь находятся команды трансформации, копирования, также настройки нашего интерфейса Photoshop. Значит, есть заливка. Также есть классная функция. Например, смотрите, вот у нас есть фотография. Например, давайте я вызову корректирующий слой любой, например, уровни. Значит, что-то тут сделаю, какую-то манипуляцию. Неважно какой. Например, она мне не понравилась. Я хочу отменить ее. Я захожу в Edit, выбираю функцию Undo. Видите, Levels Layer. То есть сокращенное клавиатурное сокращение будет. Вот оно. Вот у нас Ctrl-Z. То есть я нажимаю на Undo, и мое изменение отменяется. Например, вдруг я подумала, решила, хочу вернуть его обратно. Я также захожу в Edit и нажимаю Redo, то есть вернуть, грубо говоря. И возвращаю свои изменения на фотографии, которые были. Значит, следующее меню – это у нас меню Image. В русской версии это, по-моему, изображение. Здесь находятся команды, которые работают непосредственно с изображением. То есть происходят команды коррекции нашего изображения. То есть также здесь можно с цветом, со светом работать, можно изменять размер фотографии. Также вы можете поменять режим, то есть сделать SMYK, LAP или RGB. Следующий пункт командного меню – это Layers. Это, по-моему, в русской версии это слои переводится. Так, здесь у нас непосредственно идет работа уже со слоем. Так, здесь вы можете новый создать слой, сделать дубликат, либо удалить его. Также переименовать. В этом меню есть также работа со смарт-объектами. Там либо слить слои все в один, то есть все. Здесь все команды, которые работают непосредственно со слоем. Так, следующий type. Это, по-моему, текст или шрифт, я уже не помню в русской версии. Это команды, которые позволяют работать с текстом. Но нам он, в принципе, не нужен, мы им пользоваться не будем. Следующий пункт командного меню – это Select. В русской версии это выделение. Так, здесь мы можем добавить выделение, удалить выделение, инвертировать выделение, сделать различные маски. Поэтому командное меню выделения помогает нам работать локально с изображением. Например, нам нужно поработать отдельно с этим цветком. То есть мы выделяем его, проводим какие-либо манипуляции. И то есть наши манипуляции, если мы выделили этот предмет, то есть в данном случае это цветок, то все манипуляции будут происходить только, например, с этим цветком. А наш фон останется в неизменном виде, то есть его эти манипуляции не коснутся.
Следующий пункт меню – это фильтры. Фильтры – это дополнительные модули, расширяющие функционал нашей программы. Есть штатные фильтры Photoshop, а также есть дополнительные, которые вы скачиваете отдельно. К штатным можно отнести это камера RAW фильтр, фильтр Gallery, также это фильтры размытия, добавление шума, резкости, стилизация и так далее. А дополнительные фильтры, которые вы устанавливаете, например, это Nik Collection, всем известный. Также Topaz Labs можно установить. Imagenomic – это портретура. Так, следующий у нас пункт меню – это 3D. То есть это работа с трехмерным изображением. Так как я не работаю с трехмерным изображением, и я думаю, что вы тоже работать с ним не будете, потому что это не сильно удобный функционал для работы с такими изображениями. Мы его рассматривать особо не будем. Значит, следующий пункт – это View, просмотр. Значит, здесь находятся команды, которые никак не меняют нашу картинку, но они могут изменять отображение нашей фотографии на экране. Ну, например, смотрите, выбираем, нам надо увеличить. Вот Zoom In. Мы нажимаем, и фотография наша увеличивается. Если надо уменьшить обратно, мы выбираем функцию Zoom Out. Следующий пункт нашего меню – это плагины. Плагины это как дополнительные тоже такие модули, которые нужно устанавливать отдельно. Они доступны тем, кто зарегистрирован на официальном сайте Adobe Photoshop. Значит, следующий пункт меню – это Window, то есть окно. Эта работа идет непосредственно с окнами, а также с панелями наших палитр. Так, смотрите, например, у нас открыта фотография. Вот название ее вот такое вот. Там 7400. Так, давайте я, например, открою еще фотографии. Вы посмотрим. Ну вот еще давайте цветочки откроем. Сейчас они загрузятся. То есть я открываю Windows. И видите, вот все мои фотографии под номерами отображаются здесь. То есть у меня сейчас открыта фотография 7415, то есть там, где стоит галочка. Если хочу поменять, открыть другой аут, меняю, и вот у меня открывается другая фотография. И также здесь находится весь список наших панелей или палитр. И следующее, это у нас Help, это справка, помощник, то есть о работе с Photoshop, о работе с программой вы можете здесь почитать, если вам что-то непонятно. Второй раздел – это палитра. Их еще называют панели. Вот они, видите, Layers. Вот это вот панельки. Наши Action, каналы, пожалуйста, пути. Вот они. Многие операции, не все, конечно, но многие, которые можно делать при помощи палитр, дублируют то, что можно сделать, например, при помощи командного меню. У каждой палитры или панели существует также собственное меню команд. А вызвать его можно при помощи пиктограммы, которая находится в верхнем правом углу. Вот она, видите, нажимаете, у нас появляется меню с командами. Вот, пожалуйста, Layers. Вот они. Вот, пожалуйста, каналы. И вот команды, которые можно применить к данной палитре. Все наши палитры содержатся в командном меню Window, то есть окно в переводе на русский. Смотрите, вот Window. Смотрим. Если галочка стоит напротив названия палитры, значит она открыта и будет нам видна на нашем экране. Если мы кликнем по ней, она откроется, если была закрыта. И закроется, если была открыта. Смотрите, Layers, у меня стоит галочка, он открытый. Вот он, видите? Палитра. Значит, выбираю Layers, нажимаю, кликаю. Видите, она была закрыта. Ой, была открыта. Теперь при нажатии она закрылась. Теперь смотрите, опять нажимаю на Layers. И она открывается. Вот, все просто. Значит, следующий раздел, это третий раздел, который мы с вами разберем. Это инструменты, Tools. Вот они, инструменты. И параметры, Option. Вот это вот горизонтальная линия. Вызвать его можно при помощи командного меню Window. Вот смотрите, нажимаем. Вот Options и Tools. То есть у меня галочки стоят, потому что мои инструменты уже открыты.
В этой панели собраны все инструменты ручного редактирования. Здесь находятся не только инструменты для рисования, но а также которые понадобятся нам для ретуши изображения. Панель Options, вот она, находится здесь сверху, такая горизонтальная линеечка. В ней показываются все настройки для конкретно выбранного нами с вами инструмента. Смотрите, например, у нас открыта кисточка, вот ее параметры все, да, тут вот размер, жесткость, форму кисти, какая нам нужна, режим наложения, если нужно выбрать вот нормал и так далее, opacity, непрозрачность. Если на выбранном нами инструменте стоит значок треугольник, это значит то, что в этой ячейке находится еще инструменты. А если нажать, вернее, если поднести мышку и нажать ее правой кнопочкой, вот у нас сами появляется список тех инструментов, которые здесь находятся. Так, значит, наши панельки инструменты, то их можно перемещать. Так же, как и панель Options. Вот, потянули, вот она у нас вытянулась. Если вам не нравится такое расположение, вы обратно можете вернуть на место. Вот тянете сюда. Видите, как синенькая полосочка, такая линия появилась. Вы отпускаете мышку, и она у вас приклеивается обратно. И то же самое с панелькой инструменты Tools. Вот появилась синяя линия, вы раз приклеили и отпустили.